Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня у меня для вас обзор камеры с APS-C-матрицей Nikon Z30. Я купил этот Nikon Z30 в прошлом году по весне в GetLens, потому что, там просто была на тот момент самая сладенькая цена. И мне, в принципе, нравится, как они упаковывают, достаточно качественно, прям молодцы. И долгое время до этого, примерно год, я записывал себя, вот так же говорящую голову, на уже старенький к тому моменту, конечно же, Canon EOS M6. Камера, в общем, неплохая, для фото, например, да, с натяжечкой, в общем, ничего такая даже. Но для видео, конечно, она была так себе. Это было сомнительное решение мне снимать на нее, потому что там нет и в помине, конечно же, 4К никакого, а Full HD, который там имеется, он очень мыльный, картинка такая себе. Единственное, что там, да, большой плюс, это то, что камера, да, позволяет прям сразу, ничего не настраивая, в автоматическом балансе белого нормальный цвет получать. И, в общем, это единственный, наверное, плюс. И автофокус, да, там Dual Pixel, хоть и первого поколения, но очень даже сносно следящий. И Nikon Z30, соответственно, покупался ему на замену этому старичку. И задача его, в общем, простая. Опять же, да, писать какие-то несложные видео с моей говорящей головой, может быть, что-то где-то там подснять, не знаю, опять же, со штатива, потому что стабилизации у камеры нет. Только в объективе какая-то VR, но она так себе. И Nikon Z30, естественно, у меня использовался для стримов как веб-камера, потому что все-таки камера нормально следит, можно в нее показывать какие-то объекты, то есть она переключается там с лица на еще что-то. В общем, для стримов он тоже хорошо подходит. И несмотря на то, что вот этот маленький Nikon, он достаточно урезанный относительно своих топовых там полнокадровых каких-то собратьев, то есть тут нет стабилизатора, матрица, собственно, APS-C, а не full frame, видоискатель убран, то есть по всяким фронтам урезание какое-то здесь присутствует, конечно, но даже несмотря на это, и несмотря на то, что он такой более видеоориентированный, то есть все-таки именно для вот таких несложных видео, для каких-то там условных тиктокеров и прочих дурачков, и все равно это довольно крутое, универсальное устройство, на которое можно снимать вообще практически все, что угодно, в том числе фото, даже не просто, да, в том числе фото, а в первую очередь фотографии на него можно делать очень классные. И наделал я на него, конечно же, огромное количество фотографий самых разных направленностей, там и пейзажи, и портреты, и макро, не знаю, там и стрит, и вот все, что в голову тебе взбредет, и репортаж, в общем, все на него подряд снимал. Камера супер, просто, прям мои похвалы, то есть это именно за те бабки, которые она стоит, она выдает максимально возможный перформанс. И сейчас мы, в общем-то, про это поговорим, потому что я ее довольно долго, довольно плотно пользовался, тут есть о чем поговорить. И давайте, как обычно, у меня на канале начнем немножко с истории и углубляться там в дальние дебри еще зеркальной эпохи с кропами, что там происходило у Nikon, мы, наверное, не будем. Это можно посмотреть где-нибудь у меня в обзоре на Nikon D3100. Там вполне подробно я всю эту историю рассказал про их кропы, про то, как они там развивались, как и деградировали в том числе. Не суть. Сейчас мы поговорим именно про беззеркалочки. И беззеркалки кропнутые, вообще с ними действительно странная какая-то история немножко у Nikon. Сначала они выпустили Nikon Z50, который, в общем-то, не шедевральный, но и неплохой. В общем, средненькая такая камера, у него нормальный автофокус, хорошая матрица. Плюс-минус такая же, как у D500 стояла на 20 мегапикселов. В Z30 та же самая матрица и такой же, в общем-то, фокус. Это, Z30 это подрезанный, в общем-то, Z50. Но там расстраивало несколько вещей, опять же, да, это отсутствие матричного стабилизатора, как и в Z30, оно расстраивает ужасно. И также здесь еще дебильная конструкция у Z50 экрана. Я не знаю, зачем, честно говоря, такую конструкцию вообще делать. Я несколько камер держал в руках, у которых экран именно вот так вниз опускается. Это был Olympus EPL8. Кто там еще? Собственно, Canon EOS M5 такую же конструкцию экрана имел. И вот, собственно, Nikon Z50, к примеру, тоже у него вниз опускается экран, чтобы селфи, да, наверное, ты на него сделаешь, но если ты поставишь его на штатив, естественно, у тебя штативная голова, вот эта, она просто закроет экран, и какой смысл в этом, ты не можешь нормально визировать, полная бредятина какая-то. Потом, чуть погодя, они выпустили довольно странный такой
закос под ретро Nikon ZFC, который мне, в общем, не понравился. Я его потеребил, он какой-то весь пластиковый. В общем, по функционалу он ничем не отличался от Z50. Единственным плюсом, опять же, все-таки у него стал экранчик, который нормально поворачивается во всех плоскостях, и можно на себя его по-человечески направить. Но в остальном это, конечно, такой заскок немножко в какую-то область, где правит Fujifilm, где вот этот ретро-дизайн дегенеративный, который мне совершенно не нравится. И, ну, в общем, эта камера, по сути, какая-то хрень такая очень нишевая, но разные извращенцы, которые соскучились по такому ретро-дизайну, они его, конечно же, себе прикупили. Ну, или люди, которым, например, противен Fujifilm, но нравится Nikon, и которые хотели что-то в стиле ретро, почему бы, в общем-то, и нет. Чисто побаловаться камера, она не такая уж и супер дорогая была, да и сейчас она невеликих денег стоит. И вот в середине 2020 года появился наш сегодняшний герой, Nikon Z30, который является по начинке своей, опять же, как и ZFC, клоном Z50, матрица та же, все то же самое, ну, автофокус примерно на том же уровне. Ну, вообще у Z30, по моим ощущениям, возможно, это как-то с прошивками проявлялось, все-таки кажется, что чуть-чуть автофокус получше, чем у предыдущих моделей, но может быть это просто иллюзия, потому что те я не очень много использовал, эту я все-таки использовал более активно, поэтому может быть мне так кажется. Но опять же, серьезные отличия какие-то от Z50 это то, что у него убрали электронный видоискатель сверху, вообще полностью его убрали, сделали поворотный экран, такой же, как у ZFC, чтобы можно было себя нормально снимать. Ну и расширили, конечно же, видеофункционал. Здесь убрали разные лимиты на запись. Ну и добавили кучу всяких фишечек, про которые я подробнее сейчас чуть позже расскажу. Ну и получилась, в общем, неплохая камера, такая даже, можно сказать, сбалансированная, потому что она и в видеосегмент немножко заглядывает, и фото она вполне себе что-то может делать, такое несложное, расслабленное. Единственное, да, что, конечно, расстраивает, это то, что туда стабилизатор на матрицу также не внедрили все еще. Хотя стабилизация оптическая, она имеется в немногочисленных темненьких зумах, которые уже имеются в арсенале у кропнутого Никона. Я, к примеру, купил камеру с китом 1650 и вообще ни разу не расстраивался по его поводу, потому что у меня обзор, если что, на канале есть. Тут вот выскочит подсказка, можете посмотреть. Оказался офигенный кит. Резкий, просто дерзкий, быстрый, просто прекрасный вообще объектив. К нему вообще никаких претензий не может быть. Он прям реально охуенный, ну, с точки зрения картинки я имею в виду. А так, конечно, да, у него пластиковая конструкция, к тому же она еще и складная, что я очень не люблю. Это меня немножко раздражало, в том числе у него и пластиковое даже байонетное крепление, то есть он прям совсем, ну, по бичугану сделан, но при этом у него картинка прямо, ну, отменная, прям отличная. Проблема отсутствия крупнотой оптики на Z-байонете постепенно решается. Вот недавно, собственно, Nikon выпустил свой такой довольно неплохой фикс 24 мм f1.7, мне он не особо понравился, но в целом лучше, чем вообще никакого. А так все фиксы присутствуют в полном объеме от Viltrox и от Sigma, вот эти стандартные кропнутые. Я вот, кстати, очень активно использовал на Nikon Z30 два Viltrox, это 56 мм f1.4 и 23 мм f1.4, ну и помимо кита, естественно. В общем, кропы Nikon это вполне себе живая система, в ней есть чем себя развлечь, там уже и оптика есть, они могут дать к тому же немало что любителю, что профессионалу, который просто желает быть налегке, потому что, ну, камеры, в общем-то, не тяжелые и маленькие, и легкие. Ну и давайте я уже вам, собственно, саму камеру сейчас покажу. Дальше, после того, как мы разберемся с ее управлением, перейдем к разбору картинок и посмотрим, что вообще камера может. Ну а перед этим давайте сейчас быстренько глянем по ссылочкам в описании. Там у меня есть мои соцсети, есть также мой телеграм-канал, где я выкладываю все фотографии документами из обзоров. То есть можно посмотреть, ну не все, ну, избранные, которые я там считаю наглядными, которые можно посмотреть, что, собственно, камера или объектив какой-то могут тебе предложить. Ну и вообще, в принципе, там есть всякие смехуёчки, перлы и веселуха. И также у меня по ссылкам в описании присутствуют возможности поддержать канал, ссылка на Boosty, можно подписаться, или Donation Alerts, разовый, допустим, какой-то донатик закинуть, если вам нравится то, что я делаю. Ну и не забываем, собственно, на канал подписаться, если еще до сих пор не подписаны, и погнали уже смотреть, как камера устроена.
Камера очень маленькая и очень легкая, и внешне она выглядит, ну, примерно как какой-нибудь Nikon Z50, у которого просто сверху банально срезали электронный видоискатель, но только если смотреть спереди. Понятно, что в других местах она все равно отличается. А спереди у нас есть несколько важных вещиц. Ну, само собой, кнопка блокировки байонета, и сами вы знаете, как у Nikon он в другую сторону делает, не как у всех. Это поначалу раздражает, но к этому можно привыкнуть. Я, в общем, пользуюсь, пока вроде не страдаю. Так же, как и у других Никонов из серии Z, здесь имеются спереди две программируемые кнопочки. Они здесь в данном случае не очень крупные и расположены гораздо лучше, чем у той же Z5. То есть случайно на них не нажмешь. Вот ты берешься, и у тебя пальцы на них не ложатся никоим образом, они вот здесь вот. И ты нажимать будешь на них только если тебе это специально понадобилось, что очень хорошо. И я к ним действительно обращаюсь, кнопки здесь реально полезные, потому что кнопочек, в общем-то, здесь не так уж много, да, на такой простенькой камере. На верхнюю я повесил изменение баланса белого, ибо к нему довольно часто все же приходится обращаться, а на нижнюю повесил выбор режима и зоны фокусировки, что тоже периодически нужно, чтобы, ну, как бы жонглировать способами, методами фокусировки, то есть, ну, как минимум, там, да, например, переключиться между фокусом по животным, там, по людям, потому что здесь, к сожалению, автоматически камера сама не выбирает это. Также на углу здесь появилась такая маленькая лампочка, так называемая тали-ламп, как ее называют, и она сигнализирует, что запись идет. Что удобно, когда ты далеко, допустим, от камеры, я вот говорящую голову куда пишу, можно не смотреть на экран, где будет надпись REC там, или еще что-нибудь такое, просто сразу видно, что у тебя горит красная лампочка вот здесь, значит, запись пошла, все нормально. Сверху, как я уже сказал, нет видоискателя, и по краям от горячего башмака здесь расположились такие крупные стереомикрофоны, но все равно сомневаюсь, что кто-то будет на них звук записывать, даже включив всевозможные там улучшайзеры в камере, типа подавление ветра, выделение человеческого голоса относительно остальных звуков в звук. На встроенный микрофон, конечно, не абсолютно ужасен. То есть я попробовал пару сэмплов записать, все не так уж грустно, как могло бы быть. Но ну его нахер. Все равно у меня есть нормальная радиопетлица. Все лучше записывать все-таки на Rode Wireless Go, как я уже привык. Встроенной вспышки, кстати, тоже нет. Ну тут ее просто, как бы, как видите, негде размещать. Справа у нас находится колесо выбора режимов, похожее на то, что было в Z5. Здесь нет никакой блокировки, но оно довольно тугое, то есть ты прям вот случайно как-то его не собьешь, так что все нормально. Ну и оно к тому же слегка, видите, как бы в корпус утоплено, то есть я ни разу случайно его не задевал никаким макаром. Рычаг включения традиционно находится вокруг кнопки спуска, что является наилучшим местом для него. Рядом находятся две кнопки для изменения XP-параметров. Собственно, XP-коррекция. Она такая слегка утопленная, опять же, в такой ложбиночке находится. И максимально выпуклая кнопка ISO. То есть, опять же, вслепую ты их не спутаешь, случайно не нажмешь. Позади, ниже, чем вот эти две кнопки, располагается у нас крупная кнопка для старта видеозаписи. То есть, это как бы намекает, что камера у тебя все-таки под видео, и она, вот, опять же, находится в таком углублении, чтобы ты случайно ее не нажал, когда тебе это не нужно. По мне так продуманные, грамотно, то есть раскиданные кнопочки, очень хорошо. Спереди и сзади находятся два колесика, вот спереди, вот сзади у нас находится для изменения параметров съемки. Ну, как на серьезных взрослых камерах, в общем-то. Сзади на корпусе в левой части у нас находятся, ну, вот вынесены сюда две кнопочки. Это протяжка и удаление. Правее удобный рычажок для переключения режима фото и видео. И кнопочка дисплея у него в середине. То есть это прям максимально удобно, максимально правильно, когда так делают, потому что, ну, и на всех Canon'ах уже, и на Никонах, в общем-то, тоже уже теперь так сделано. Ну, везде, в принципе, когда переключение отдельно вот на такую кнопочку повешено, это классно. А не когда у тебя, допустим, на барабанчике здесь выбор видеорежима, это пиздец как неудобно. У некоторых камер такое было, я страдал, прямо скажем. Ну, экранчик, раз уж мы про кнопку дисплея заговорили, он теперь здесь полностью поворотный, не как у всяких там Никонов Z5, который просто откидывается вверх-вниз, и не такой дурацкий, как у Nikon Z50, которого откидывается просто вниз, а как у ZFC. То есть он у нас поворотный и откидной. Во всех плоскостях можно повернуть на себя,
То есть это очень круто для записи видео. Опять же, ну и как вы понимаете, он 3-дюймовый, на миллион точек, и, конечно же, он сенсорный. Сенсорное управление, кстати, у Nikon очень даже неплохое. Ну, конкретно в этой камере, потому что здесь оно немножко отличается. Но все равно. Справа находятся основные кнопки, которые постоянно Nikon тасует в своих кроп-камерах. Это меню, просмотр, приблизить, уменьшить, крестовина для того, чтобы гулять по меню или двигать точку фокусировки, как будто бы джойстиком. Ну, по сути, она роль джойстика-то и исполняет. И ОК посередине у нее. Сверху находится кнопка FLL. Ну и рядом под большим пальцем, в очень тоже, опять же, удобном месте, находится у нас кнопка вызова быстрого меню. Или просто вот буковка I на ней нарисована. Это меню тоже можно кастомизировать. Я там все под себя также настроил. В общем, управление, как по мне, так вполне себе удобное. Ну и вообще камера, в принципе, более-менее окей в плане удобства и комфорта использования. При том, что она довольно-таки компактная, у нее все же сохранили хороший, уверенный хват. То есть вот здесь действительно ручка шикарная, да и сзади выступ очень хороший под большой палец, то есть здесь нет никакого пластика, все вот полностью таким прорезиненным материалом шершавеньким покрыто. Не знаю, правда, слезет он или нет со временем, как это бывало у старых Никонов, но здесь, в общем, все прям нормально. Лежит за 30 в руках прям хорошо, у меня даже пальцы нигде не провисают. Корпус здесь металлический, ну, конечно, большинство кнопочек, большая их часть пластиковые какие-то, да, но сам корпус он сделан из металла. Тут даже заявлена какая-то у корпуса влагозащита, но она вызывает серьезные сомнения. Проверять эту камеру на живучесть я бы, честно говоря, не стал. Вы только посмотрите, какие тут дохленькие резиночки слева находятся, то есть, ну, они прям вообще какие-то тоненькие, чахлые такие, и ну, типа едва как-то там закрывают разъемы под одной вот этой вот здоровой резинкой. Сразу под одной они разделено на две разные. Здесь находится micro HDMI, что, кстати, не очень-то удобно, но ладно, бог с ним, и USB Type-C. Под второй мелкой резинкой у нас разъем для микрофона. Обе резинки, кстати, очень сложно обратно плотно закрыть, потому что у них тут такие, знаете, вот они крепятся на какие-то зажимчики такие маленькие по краям. Я не знаю, ты вот каждый раз, когда выдвинул эти резиночки, открыл, и ты потом сидишь и мудохаешься, чтобы их обратно закрыть, и они уже как-то потеряли свою эластичность. Короче говоря, вот эти резинки очень хренового качества, прямо скажем. То, что ну, вот я довольно уже прилично пользуюсь несколько месяцев, и резиночки, ну, как видите, они уже такие какие-то уставшие. Снизу находится один единственный слот для карточки памяти SD, и она, опять же, вот здесь так располагается крышечка, что тебе SD-карту очень трудно достать. Такой вот фигней страдали Sony и некоторые еще другие камеры, где я сильно матерился, даже XS10 Fujifilm, ну, мне это не очень нравится. Рядышком находится еще маленькая батареечка ENEL25, она такая на 1120 мАч, хватает ее реально, ну, фоток на 350 и, ну, чуть больше, чем на полчаса видео. То есть это редкий момент, когда стандарты SIPA, они не обманывают тебя, действительно маленькая батарейка, достаточно вяленькая. Резьба для штатива зато у нас расположена на одной линии с объективом, и если ставишь площадку, то она не блокирует доступ к батарейкам, то есть здесь вот площадка будет у тебя, допустим, она достаточно далеко от батарейного отсека, что очень хорошо, потому что батарейки все-таки менять придется, если ты где-то на выгуле. И, кстати, батарейный отсек, он нигде никаких резиновых, не знаю, уплотнений не имеет, так, все это хлипенько, закрываются неплотно, люфтит, так что влагозащитой тут, в общем, не пахнет. Матрица у Nikon Z30 на 20 мегапикселов. Точно такая же абсолютно, как у Z50, как у ZFC и, скорее всего, такая же, как и у Nikon D500 стояла. Но 20 мегапикселов это вроде бы
мне сейчас скажут всякие любители большого количества мегапикселей и пиксель-дрочинга, что это прям мало. Но вообще-то 20 мегапикселов это более чем достаточно для любого среднестатистического пользователя подобной камеры, да и вообще для любого нормального человека, который не собирается печатать огромные какие-то баннеры или распечатывать что-то в невероятном каких-то размере. В общем, если тебе надо просто в любительском каком-то сегменте использовать камеру, 20 мегапикселов это вот так вообще. Это просто выше крыши, это дохерища на самом деле. К тому же это очень резкие 20 мегапикселов, потому что здесь нет сглаживающего фильтра. Потому что если мы посмотрим на 20 мегапикселей какого-нибудь Canon там, 70D, да, у него там тоже 20 мегапикселов, то они менее резкие, потому что там сглаживающий фильтр стоит перед матрицей. Это, конечно, здорово защищает от муара, но... Блин, сейчас современные процессоры вполне себе справляются с нормально так дебиоризацией, и у тебя муар словить практически нереально. Можно, конечно, наверное, изредка получить муар, но супер редко. На самом деле, сглаживающего фильтра, когда нет, это гораздо лучше, я считаю, и с резкостью здесь все просто прекрасно. Это автоматически означает отличную детализацию при съемке пейзажей, где это просто, супер как бы важно. Конечно, резкость нужна не только в пейзаже, но, опять же, да, если ты какие-то делаешь архитектурные снимки, какие-то городские зарисовки снимаешь, то тебе здесь также детализация бывает крайне важна, чтобы передать какую-то вот текстуру, атмосферу, какие-то вот такие мелкие детали зданий или еще чего-нибудь такого. Что-то вот, когда ты подмечаешь, это очень здорово, когда у тебя вот такая вот хорошая, славная детализация, причем даже на китовом объективе. И также высокая детализация, она тебе может быть полезна при съемке каких-то макро штучек, да, там, допустим, как обычно, да, грибочки, цветочки, ягодки, стандартная вот эта вот схема. Хочется посмотреть на тычиночки какие-то, на травиночки, что-нибудь такое вблизи. И тут тоже, без сомнения, они будут хороши, потому что, 20 мегапикселов, реально, это дохуя. Динамический диапазон тоже очень достойный, на базовых ISO примерно в районе 13 стопов, что для кропа вообще-то нормально и очень даже хорошо, чуть больше, чем у Micro 4 третьих, опять же, на базовых ISO, но он здесь снижается с повышением ISO довольно плавно, и нет никаких рывков, то есть если мы посмотрим по графикам различным, мы увидим, что здесь нет, похоже, каких-то серьезных манипуляций с сигналом или еще чего-то такое, каких-то накручиваний непонятных, просто действительно хорошая, качественно сделанная матрица, у которой плавно, медленно, причем снижается динамический диапазон от повышения ISO.
Ну и здесь довольно стандартная картина, кстати, по перевесу, да, светов и теней. Тени у этой матрицы тянутся несколько лучше, чем света. Так что я рекомендую, если вы что-то снимаете, и у вас критически сложная ситуация, где прям, ну, очень большой перепад яркостей, то лучше чуть-чуть недоэкспонировать, потому что тогда вы чуть-чуть спасете света, которые хуже тянутся, и из теней можно будет потом чуть-чуть подвыдернуть, и там все будет в порядке. На самом деле там при вытягивании каких-то страшных шумов не лезет. На больших ISO картинка тоже довольно долго сохраняет свою гибкость, абсолютно безболезненно, абсолютно беспроблемно, можно снимать до 1600 ISO. 1600 ISO вообще как бы, ну, норм, даже оно сохраняет некоторую гибкость, ты можешь прям еще даже там поредактировать, ничего такого, и у тебя, ну, там, цвета никак не деградируют, ничего там особо не видоизменяется в картинке до 1600 ISO. Но выше 1600, где-нибудь там на 3200, можно иногда снимать с натяжкой. Там уже больше каких-то проблем может полезть, могут и артефакты появиться, и да, цвета немножко поплыть. Но все же, если все звезды нормально сошлись, можно и на 3200 там, в принципе, снимать. Автофокус у камеры, я считаю, что отличный, он прекрасно следит за там, объектами, за глазами, можно тыкнуть в экран, и он будет следить за той точкой, и, в общем, практически ее не терять. В общем, алгоритмы автофокуса у этой камеры вообще нормальные, они более чем достаточны для съемки какого-то несложного репортажа, для съемки уж портретов тем более. Ну, если супер экшон какой-то происходит, да, могут какие-то затупы начаться, но в целом фокус очень быстрый, он чуть-чуть помедленнее, то есть это не самый быстрый автофокус сейчас из всех, что существует, он чуть-чуть помедленнее, чем у кропов Соньки и кропов Кэнона актуальных, но он так ощутимо получше, чем тот, который у Fujifilm, то есть меньше тупит. У самых последних Fujifilm'ов, конечно, он плюс-минус такой, наверное, но вот именно того поколения, когда выходил Nikon Z30, там 2022 год, да, допустим, вот там у Fuji у всех был фокус хуже. Слежение в камере сразу же по умолчанию есть не только за глазами людей, но и за глазами животных различных, поэтому я всласть натестировал разные объективы и саму камеру на разных кошечках и собачках. В общем, вот этих наших пушистых товарищей он тоже прекрасно отслеживает, попадает четко в глаза им автофокусом, и при этом отлично прорисовывается шерсточка за счет, собственно, резкой матрицы. Скорости автоматического фокуса также достаточно и для того, чтобы снимать какой-то незамысловатый стрит. То есть, если ты просто хочешь пойти побаловаться, поснимать от бедра какую-то ерунду, людей каких-то, прохожих и прочее, автофокус здесь тоже вполне себе справляется. Промахи бывают крайне редко. Цвет из камеры
хороший, даже иногда прям отличный. Единственное, что Nikon, конечно, намудрили с огромным количеством разных, ну, как и Fujifilm, кстати говоря, сейчас в последних, с большим количеством разных балансов белого под какие-то разные ситуации. Ты в них начинаешь путаться, думаешь, блядь, что от меня вообще хотят, куда я жмав, так сказать, чтобы у меня все нормально обратно стало. Но я в основном снимал с естественным светом, иногда только в студии, да, бывало, у меня там какие-то съемки, но в целом большая часть съемок у меня происходили при естественном освещении, поэтому я просто ставил автоматический баланс в режим естественного освещения, и он очень хорошо справлялся, потому что Color Science у современных Никонов мне вполне себе нравится. Он слегка приукрашенный там цвет, но не сильно, то есть прям вот легонечко приукрашен. И чаще всего картинки получаются очень реалистичные, ну, в общем, по цветам вот этот Nikon мне прям понравился. Ну и обычно файлы из Никона, они требуют, ну, совсем минимальной какой-то постобработки. Да, случались у него иногда небольшие, прям лайтовенькие косяки, не такие, знаете, вот как бывает у автоматического баланса белого на Соньке, ну, на современных чуть получше, но бывали на Соньке там просто проебы какие-то в синеву, в мадженту, еще куда-то там их носило. У Фуджа тоже до сих пор бывают какие-то страшные просто косяки автоматического баланса белого. Тут такого нет. В принципе, сейчас на самом деле, если вот так задуматься, то, наверное, самый лучший цвет прям сразу из камеры выдают, ну, я имею в виду красивый, сразу вот как надо. Как душа человеческая просит, а дальше ты уже корректируй как хочешь. Это Nikon и Canon. Эти два вот производителя, они с Color Science просто дружат максимально. Скин-тона в портретной съемке тоже классные. Здесь, опять же, к Никону вообще ноль претензий. Теплые оттенки кожи хорошо передаются. И цвет лица его не уводит в какую-то мадженту, в какую-то красноту, как вот, знаете, вот эти красные рожи Fujifilm дебильные в автоматическом балансе белого. И также не уводит в какую-нибудь там в обратную сторону, в зеленцу, как Sony иногда бывало такое тоже. Похоже, прошли те времена, когда можно без иронии было сказать, что Nikon зеленит. Ну, на самом деле, тональности кожи здесь действительно очень хорошие, очень такие натуральные, и это прекрасно. В общем, Nikon Z30, казалось бы, хоть и самая такая простая и самая урезанная камера из всей линейки, присутствующей сейчас на рынке, он, тем не менее, обладает всем функционалом для того, чтобы ты мог получить нормальные какие-то снимки хорошие, достойные. И, в общем, у него обширный такой набор качеств, которые позволят тебе им насладиться. Во-первых, у него достаточно простое, удобное управление. У него и с эргономикой также проблем никаких нет. Ручка вполне себе нормальная. Да, она не очень большая, но она не урезанная. То есть это не какой-то обрубок, не какая-то там странная форма у нее. Она просто вот нормальной человеческой формы под нормальную руку людскую, вот такую вот лапку. Берешь, и тебе удобно. Все... Ну, как бы пальцы на своих местах, ничто случайно не нажимается, кнопки все находятся на своих местах, там опять же с этим тоже полный порядок, быстрый доступ практически к любым функциям, которые тебе могут там взбрести в голову, быстрое меню тоже достаточно удобное и гибко настраиваемое, тебе не надо лезть в меню через каждые 2 секунды, в общем, удобное управление. Во-вторых, тут достаточно хороший автофокус, который, ну, очень редко только пасует в каких-то суперсложных условиях. Там в контровом свете иногда бывают у него какие-то заебы. Но вообще в большинстве таких нормальных casual ситуаций автофокус меня не подводил, при том, что я использовал объективы с дыркой f1.4 довольно часто, и промахи там были, ну, по минимуму. Редко очень были промахи. Так что автофокус здесь тоже
очень хороший. В-третьих, у камеры отличный автоматический баланс белого. Тебе не надо задумываться слишком много о том, чтобы баланс белого как-то подстраивать во время съемки. И на постобработке тебе не надо время тратить на вот это ковыряние с ползунками, там на глаз пытаться, блять, что-то сделать или пипеткой тыкать в поисках, где у тебя там белый. В общем, у него сразу по умолчанию, если ты изначально поставил нормальный баланс белого, все получается замечательно. И ну, там можно чуть-чуть только покорректировать потом на посте. И да, конечно, без электронного видоискателя несколько сложнее в солнечную погоду снимать, это факт. Но тебе ничто, в общем, не мешает поднять яркость у дисплея. Ну и да, здесь нет матричного стабилизатора, что, конечно же, расстраивает. И батареечка здесь довольно дохленькая у Z30. Ну, она не то чтобы прям супер дохлая, но она прям маленькая, ладно. Но если мы посмотрим на цену Nikon Z30, особенно на вторичке, то мы поймем, что вообще-то все, что я сейчас говорю, вот из такого минусов, казалось бы, это, наверное, все же выглядит скорее как придирки, потому что Nikon Z30, он гораздо лучше, прям в разы лучше, чем какой-нибудь Fujifilm на вторичке, который будет стоить в 2 раза дороже. И ты такой, типа, выбор очевиден. То есть, нахуя мне какой-то фудж кривой косой с хуевым цветом и дрянным автофокусом, если можно взять себе дешевый и к тому же гораздо более приятный Nikon Z30, что я, собственно, и сделал. И вот я больше года пользовался Nikon Z30 и остался ей полностью доволен. И я даже вот после покупки полнокадровой камеры Sony A7C, на которую сейчас я пишу, собственно, горящую голову, подумывал, не оставить ли мне Nikon Z30, просто потому что он, в принципе, норм, и использовать его дальше для записи говорящей головы, точно так же или как вебку. Но, на самом деле, зачем плодить камеры у себя в доме, если у меня функционал Z30 перекрывает вот эта уже камера. В общем, в целях оптимизации я Z30 продал. Но не потому, что он там плох, что он там как-то ужасен или еще что-то такое. Нет, он прям отличный, но в данный момент он мне ни к чему. Зачем мне 10 камер, которые одно и то же делают в доме? И бабок у меня как бы не безграничное количество. Может быть, когда-нибудь, да, я подумываю об этом. Может быть, когда-нибудь я взял бы какой-нибудь полнокадровый себе Nikon, возможно, даже ZF, который, такой хипстерский, дурацкий, стал бы я самым модным на районе, но мне пока что не до того. Хотя, чем черт не шутит, может, Nikon в ближайшие какие-то там пару лет выпустит ультимативный флагман, кропнутый с новой матрицей Sony на 26 мегапикселов, какой-нибудь Z90 или Z80, и вообще всех порвет. До этого еще надо дожить. В общем, не буду загадывать, я не представляю, у меня никакой информации на этот счет нет, слухи какие-то там тайные ходят. Было бы интересно. Возможно, уж в флагманский какой-то кроп они бы завезли все-таки матричную стабилизацию наконец. А я надеюсь, что мой обзор на Nikon Z30 окажется для вас полезным, что вам вообще в принципе было интересно это смотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, мои юные никонисты, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте также, что по ссылкам в описании можно подписаться на мой телеграм-канал, также поддержать мой вот этот канал на Boosty или Donation Alerts, как вам удобнее. А я желаю вам хороших снимков, до новых встреч, пока.